Окей, ребят, всем привет, с вами Виталий Веселов, и сегодня вас ждет немножко необычное видео. И это видео просто необходимо сделать, потому что я увидел, насколько другие ютуберы, которые напрямую связаны с сегодняшней темой, как бы так мягче сказать, они очкошники, засунувшие языки себе в жопу. Но обо всем по порядку. И сегодня речь пойдет про судебное разбирательство между российской игровой компанией Lesta Games и государством, которое требует компанию запретить, взыскать 100% долей Лесты в доход государства и, по сути, выставить нынешнее руководство экстремистами. Уже вчера, 27 мая, в Таганском районном суде прошло первое заседание по этому вопросу, итоги которого, очень неоднозначные. По решению суда, Lesta Games получила дополнительную неделю для ознакомления с новыми доказательствами связи с Wargaming, которая в свою очередь поддерживала ВСУ. И это все вызывает очень много вопросов. Как сказал генпродюсер Wargaming Сергей Буртаковский, сторона обвинения не смогла предоставить весомые доказательства связи между Lesta и Wargaming. И по крайней мере до 3 июня деятельность Lesta Games в России и функционирование выпущенных ею игр продолжается в обычном режиме. Тем не менее, Генпрокуратура все еще требует закрытия компании, а все ее активы изъять в пользу государства. И некоторые считают, что перенос суда это лишь повод для того, чтобы обвиняющая сторона получше подготовила доказательства с обвинениями в отношении Лесты. И это все особенно смешно после недавнего заявления Владимира Путина о том, что мы должны душить зарубежные компании. Поднимают тему того, что многие российские пользователи и компании не могут все никак избавиться от этой вредной привычки пользоваться зарубежными сервисами. Да. Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимно. Но российский пользователь, так называемый B2C сегмент, у них есть пользовательские привычки. Да. И действительно... Давайте всех, кто от этих вредных привычек не может пока избавиться. То есть вы понимаете, что вообще происходит? Кто-то выше недоумевает, почему это многие до сих пор пользуются западными сервисами и не переходят на какие-то там наши аналоги. Ведь у нас так много своего отечественного продукта, и мы всегда рады помочь в развитии российским компаниям. Ага, при этом ситуация с Лестой в полной мере показывает, что ждет тех, кто хочет вести свою деятельность на территории России. Прямо сейчас суд над Лестой это, пожалуй, самое важное и серьезное событие, которое может определить будущее игровой и не только игровой индустрии в России в целом. Посему я считаю важным эту тему осветить от начала и до конца, потому что, к сожалению, некоторая информация каким-то таинственным образом пропадает из интернета, и мы об этом поговорим. А ютуберы, которые напрямую связаны с игровой индустрией, и в частности ютуберы по игре Мир Танков, позакрывали свои рты, когда компании, казалось бы, любимой ими игры, как никогда нужна их поддержка, хотя бы в освещении этой ситуации. Раз не хотят, тогда этим займусь я. Всем приятного просмотра, но прежде не забудьте поставить лайк на это видео и на канал подписаться, это очень сильно помогает, да и 50 тысяч подписчиков на канале не за горами. Заранее всем спасибо. Окей, начнем с самого начала, с обвинения в сторону Lesta Games. Я уже рассказывал всю суть конфликта в этом видео, но думаю не будет лишним повторить, ведь это основа всего происходящего. Сначала всеми известных событий в 2022 году игра World of Tanks, которую создала студия Wargaming, разделила игру на две версии: европейская версия и русская версия. Это решение было обусловлено конфликтом в Украине и желанием Wargaming дистанцироваться от работы в странах, которые могут навредить ее глобальному имиджу и бизнесу, то есть покинуть такие страны, как Россия и Республика Беларусь. Такое решение приняло огромное количество иностранных игровых компаний, что вызвало большое количество проблем для геймеров России на первое время. Вы все помните, как те же Sony и Microsoft и многие другие перестали принимать оплату с российских карт, а в русском регионе Steam многие игровые проекты перестали быть доступными. Но даже те, которые все еще можно было в теории приобрести, на деле купить их было не так уж и просто, ведь пополнить баланс аккаунта Steam с российских карт до сих пор не предоставляется возможным, если только не знать о закрытой распродаже от GGSell, на которой можно без проблем пополнить баланс вашего аккаунта в Steam с комиссией всего в 5%. Нужно лишь ввести свой логин Steam, нужную сумму, и деньги поступают на баланс всего за пару минут. Кроме этого, на распродаже есть возможность приобрести кучу товаров со скидкой и даже те, которые недоступны в вашем регионе, включая подписки на зарубежные сервисы, такие как Spotify, GPT-Chat+, Discord Nitro и многие другие. Ведь GGSell это не просто магазин, а торговая площадка, помогающая продавцам и покупателям находить друг друга и безопасно совершать покупки. Ведь на сайте имеется система
система безопасности, при которой ваши средства не поступают продавцу напрямую, а остаются на сайте до тех пор, пока вы не подтвердите, что товар соответствует своему описанию и работает должным образом. Но в случае возникновения любой проблемы всегда можно обратиться в поддержку на сайте. Попасть на закрытую распродажу можно только по моей ссылке, которая находится в описании и в комментариях к этому видео. Переходи и пополняй Steam с комиссией всего в 5% только на GGSell. Советую вам этим воспользоваться, потому что, судя по всему, зарубежные компании пока что не планируют в Россию возвращаться. Но если многие западные игровые компании полностью из России ушли, Wargaming поступила немножко иначе. После ухода Wargaming из России, они передали всю свою деятельность в России и Республике Беларусь локальной компании Lesta, которая до этого времени была лишь внутренней студией компании, базирующая в России. И после ухода Lesta стала уже независимой компанией и получила права на отдельную версию игры World of Tanks. Игроки в Европе, США, Азии и других регионах продолжили играть в оригинальную версию, управляемую Wargaming, а игроки из России были переведены на отдельные сервера и получили свою версию игры под управлением Lesta с названием Мир танков. Отличия в версиях заключаются не только в серверах, а и во многих внутренних аспектах, включая обновления, контент и различные акции. Так, например, Lesta даже в этом году к 9 мая подготовила обновление с уникальным ивентом в честь праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне. Да и по действиям от компании Lesta можно понять, что они очевидно делают упор на нашу аудиторию, с сохранением всех важных событий и традиций, когда Wargaming больше нацелена на западную аудиторию. В общем, что важно знать. Игра World of Tanks от Wargaming и Мир танков от Lesta — это теперь две разные игры и две разные компании с разным руководством, политвзглядами, действиями и даже доходами. И это очень важный момент, на который Lesta не раз обращала внимание, и даже прямо заявляли, что их проекты вне политики. Особенно после случая в ноябре 2023 года, когда Wargaming объявила о том, что при покупке специального игрового набора в игре 100% от суммы и дохода пойдет на помощь Украине. Как писали сами Wargaming на своем сайте, все деньги пойдут на помощь мирным жителям. Но были и такие новости, что часть денежных средств была направлена на поддержку ВСУ, что в России расценивается как госизмена и экстремизм. И, конечно же, Lesta после такого в очередной раз заявили, что они не имеют никакого отношения к этой акции, и они вообще уже давно отдельная компания, а весь свой доход, который они получают с проекта, остается внутри стран, в которых они работают, то есть в России и Республике Беларусь. И все последующие годы вроде как Lesta без трудностей работала и развивала свои проекты в наших странах. И на текущий момент можно уверенно сказать, что Lesta Games — это крупнейшая игровая компания в России с огромной аудиторией, большим штатом сотрудников и весьма хорошими финансовыми показателями. Так, например, за прошлый год игра Мир танков и Мир кораблей получили рекордную выручку в 35 миллиардов рублей. Получается, на сегодняшний день мы имеем очень крупную российскую игровую компанию, которая находится не где-то там на Кипре, как многие другие, типа российские разработчики видеоигр. Мы имеем крупную компанию, которая работает внутри нашей страны и показывает очень хорошее развитие и, главное, поддержку от своей аудитории. И вот тут начинается самое интересное. В аккурат после публикации финансового отчета за прошлый год компании Lesta, Генпрокуратура просит суд запретить в России деятельность компании из-за осуществления экстремистской деятельности. При этом взыскать 100% долей Lesta в доход государства. То есть, по сути, они хотят национализировать компанию. Для тех, кто не знает, при этом процессе все имущество, все права и доходы переходят во владение государства, а уже потом распределяется среди, ну скажем так, нужных людей. И основные причины обвинения — это якобы спонсирование ВСУ. Мол, имеются основания полагать, что после разделения Lesta и Wargaming имеются все еще какие-то финансовые связи, и якобы Lesta каким-то образом отдает часть прибыли Wargaming. Тем самым можно приравнивать их к госизмене, потому что Wargaming спонсировала ВСУ. Вот такая вот простая логика. На вопрос, какие ваши доказательства, а вот их нет. Просто они предполагают, что такое в теории может быть, и почему бы нам это не проверить, потому что кто-то, видимо, там заявил, что скорее всего такие связи могут быть. Ведь как так компания разделилась и не имеет никаких связей между собой? То есть, по сути, произошло обвинение с пустого места без четких доказательств. И дело пошло в развитие. 15 мая произошла первая судебная беседа, где Lesta предоставила все необходимые доказательства, подтверждающие необоснованность
обоснованность обвинений. Также очень важно, что юристы Лесты настаивали на открытом слушании, но Генпрокуратура добилась того, что слушание и суд 27 мая были закрытыми. И все происходящее сводится к тому, что Лесте выставили необоснованные обвинения о якобы связях с Wargaming. Для чего? Ну, как будто бы кто-то хочет компании насолить и приватизировать все, что у нее есть себе. Но подумайте сами, сколько лет компания работает и не было претензий, а тут раз и внезапно появляются какие-то претензии, но без четких доказательств происходящего. И вот даже уже прошел суд, который по сути просто перенесли на 3 июня из-за нехватки доказательств о том, что Леста имеет связи с Wargaming. Так если у вас нет доказательств, зачем вообще продолжать это дело? Зачем вообще его нужно было начинать? Есть такое понятие, как презумпция невиновности, которое вроде как действует в нашей стране. Когда тебе не нужно доказывать свою невиновность, если тебя обвиняют безобоснованно. Но все же компания Леста в свою очередь готова идти на все диалоги и показывать все отчеты и документы, подтверждающие отсутствие связи. Ну не шла бы компания на настолько открытый диалог, если бы ей было что скрывать. Наоборот, компания Леста обо всем пишет прямо и открыто, и даже просит свою аудиторию и СМИ всю информацию об этом распространять. И забавно выходит, что в некоторых СМИ, например в Коммерсанте, было опубликовано целых 2 статьи про Лесту, но почему-то каждая из них со временем была удалена. Напрашивается догадка, что кто-то дал распоряжение сверху это удалить, причем целых 2 раза. Очень многие склонны к версии, что Лесту просто хотят задушить и приватизировать какие-то люди, связанные, скажем так, с органами. А чё, компания показывает рекордную выручку, все у них хорошо, почему бы и нет? Отдадим ее достижения и все доходы нужным людям и компаниям. Но это по сути отжим бизнеса. И если это произойдет, это уничтожит любое желание у любой другой компании хоть что-то в этой стране легально делать. Вы говорите, разработчики, работайте в России, развивайте свои продукты. Для чего? Чтоб потом, когда компания поднялась, вы сказали: ой, извините, но вы какие-то не такие, вообще вы похожи на экстремистов, давайте-ка мы у вас заберем вашу компанию и все остальное вместе с ней. Ну кто после этого захочет в России работать? И этим вопросом уже многие обеспокоились. Крупнейшие IT-ассоциации России направили открытое письмо Владимиру Путину, выражая свою озабоченность ситуацией. В этом письме они прямо говорят, что сейчас создается опаснейший прецедент принудительной национализации частной IT-компании под видом борьбы с экстремизмом, причем без каких-либо доказательств, без нормального публичного диалога, просто потому что так надо. И это не просто какие-то левые люди, это ассоциация, за которыми стоит 700 компаний, 300 тысяч сотрудников и триллионы рублей оборота. Они четко и прямо заявляют, что если вы национализируете IT-компанию, это не просто какой-то удар по компании, это удар, ну по сути, по главному активу, то есть по людям и по их мозгам. И вот вам сразу пару фактов. Сразу после возбуждения дела над Лестой 200 ключевых специалистов из Лесты подали заявление на увольнение, потому что они боятся. А те, кто остался, уже получают предложения от зарубежных студий с релокацией, повышением зарплаты и нормальными условиями труда без угрозы экстремизма. Потому что люди боятся, что после решения суда, если Лесту признают экстремистами, сделают виновными не только юрлица, но и самих разработчиков. И главное заявление, что после подобных действий ни одна компания не захочет расти в России и как-то в ней развиваться. Они прямо говорят, что если суд признает Лесту экстремистами без доказательств, которых, судя по всему, нет, будет жесткий отток кадров, отток компаний, технологий и, соответственно, денег. А потом все будут жаловаться, а что это в России нет своих компаний, нет своих технологий, нет нормальных разработчиков. Они есть, просто вы делаете все возможное, чтобы они как можно скорее свалили с этой страны. Ведь если даже такую честную компанию, как Леста, не раз заявляющую о патриотизме и поддержке традиционных ценностей и так далее и тому подобное, если даже такую компанию отожмут, что мешает это сделать и с другими, более мелкими компаниями? Поэтому сейчас суд над Лестой — это очень важное событие. Это не просто дело о Лесте, это про атаку на саму идею развития отечественного геймдева. И я хочу поговорить про некоторых ютуберов, которые делают контент по игре Мир танков.
Подобных ютуберов очень много. Десятки крупных, средних и малых каналов есть на ютубе. Но почти никто, мать твою, никак не высказывался в поддержку Лесты, да и вообще никак эту ситуацию не освещал. А это при условии, что сама Леста просила все свое комьюнити их поддержать. А от них 0 реакции. Они дальше делают контент по своим контейнерам, фармят просмотры и молчат. Ну, бездушные скоты. Мне, блять, челу, который нахуй танки вертел, мне даже не безразлично будущее этой компании, что я про это уже делаю второй видос, мать твою. Казалось бы, это те ребята с огромной аудиторией, которые должны были поддержать свою компанию. Но нет, они просто молчат. И эту тему поднимал один небольшой ютубер на своем канале, снимающий контент про танки. Он прямо обратился к своим коллегам с сообщением, мол, что вы молчите и поджали хвосты, когда от нас необходима поддержка нашей компании. Когда с ней поступают настолько несправедливо. Но все молчат, и это прям олицетворение всей аудитории танков. Чуть что случилось, поджали хвостики и молчим. Моя хата с краю, я ни хрена не знаю. Да, ебать, конечно, деятели. Никто не просит вставать на какую-то сторону. Тут важно освещение всей ситуации, потому что ситуация, ну, максимально абсурдная. Пока что остается лишь ждать дальнейшего суда, который будет уже 3 июня. Но не факт, что все решится, потому что суд могут перенести еще раз, и так до бесконечности будут терроризировать компанию Леста. Почему это происходит и почему эти обвинения вообще рассматриваются без доказательств, мне до сих пор непонятно. В завершение скажу следующее. Пока не предоставлено никаких доказательств, я буду полностью на стороне Лесты. Я считаю, что нельзя просто так взять и обвинить в экстремизме компанию или какого-то человека просто потому, что имеются на это догадки. И я считаю, это важно освещать. Это не просто дело о танчиках, о корабликах, это дело о несправедливости в нашей стране. Компания Леста и ее сотрудники сейчас находятся в очень сложном положении. И я искренне желаю своим соотечественникам удачи, терпения и справедливого решения. Я надеюсь, что справедливость будет на вашей стороне и вам компенсируют все репутационные и материальные ущербы. Поддержите это видео лайком, чтобы помочь его продвижению. И в комментариях напишите, как вы считаете, можно ли беспричинно кого-то в чем-то обвинить и отбирать у них все достижения и заслуги. На это у меня все. С вами был Виталий Веселов. Рад был снова испортить вам настроение.